Всем привет! Сегодня, когда внутренний туризм набирает все больше популярность, очень интересно, куда съездить на выходные в Гродно, буквально на один день. И сегодня я хочу предложить вам съездить в Поречье. Там находится очень интересный старый вокзал, старая церковь и костел. А также есть интересный арт-объект в деревне Салатия. Ну, все вы увидите, так что присоединяйтесь. Поехали! Поречье– это агрогородок в Гродненском районе. Находится в 30 километрах к северо-востоку от центра Гродно, и населенный пункт входит в пограничную зону, поэтому обязательно взять с собой документы на всех, кто находится в автомобиле. Дорога достаточно комфортная и заняла минут 20. И вот уже слева виден железнодорожный вокзал, первый пункт нашей культурной остановки. Вы могли видеть именно это здание вокзала в фильмах «Двое на острове слез», «Меня зовут Арлекино». Именно этот железнодорожный вокзал стал первым на территории всей Беларуси станцией, с которой больше 150 лет назад отправился первый в стране поезд. Зачем в Поречье был построен такой большой и красивый вокзал? Вопрос, конечно, интересный. Вокзал был построен по масштабам Поречья и всего края просто огромный, второго класса. Больше него были немногочисленные вокзалы первого класса, которые возводились только в столице или самых крупных городах Российской империи. А в губернском Гродно, для сравнения, вокзал был небольшой, только третьего класса. 1 марта 1852 года император Николай подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург-Варшава. Затем началось строительство вокзалов вдоль железнодорожного полотна, и сложно установить, на каком этапе проекта и его реализации впервые была обозначена станция Поречье. Она появилась на чертежах, профессионально выполненных французскими специалистами в конце 1850-х годов. В Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге остались планы здания станции Поречье и Гродно, датированные 12 января 1861 года. И строительные работы практически завершились в октябре 1862 года. Эксплуатация по всему протяжению Петербургско-Варшавской дороги началась 15 декабря по старому стилю или 27 декабря по новому календарю. Именно эта дата и считается днем рождения Белорусской железной дороги, а участок Поречье-Гродно– первой железнодорожной линии, проложенной по белорусской земле. Вокзал в Поречье, построенный в 1867 году, не только старейший в нашей стране, но и один из самых старых вокзалов в мире. Он возведен в эпоху Зарождения и бурного развития железнодорожного сообщения и всего на 37 лет моложе первого в мире ЖД-вокзала Ливерпуль-Роуд, открытого в Великобритании в 1830 году. А вы говорите «глубинка». На самом деле тут есть много интересного, и в торце здания находится музей экспозиции истории белорусской железной дороги. Но почему-то вход в него был закрыт, хотя вроде рабочий день и 11 утра. Подозреваю, что вся экспозиция выставлена на баннерах в зале ожидания. И, наверное, интересно постоять, почитать, когда ожидаешь поезд. Жаль, в мое детство такого не было. Я ведь училась здесь, в Поречье, в интернате, целых 2 года, в 6 и в 9 классе. И каждую пятницу именно с этого вокзала я ездила домой, а в воскресенье обратно в Поречье. Так что, как называется, как вспомню, так вздрогну. Да. Ну, кто бы сказал, что я вернусь сюда и буду снимать об этом вокзале видео. Но это так, лирическое отступление от автора. Вернемся к вокзалу. Зачем такой большой и помпезный вокзал целого второго класса был построен в Поречье? Есть несколько версий. Первая и, наверное, основная Поречье было связано со знаменитыми здравницами Друзгинкая, в которых так любило бывать высшее общество. В ту пору лечиться водами была тема, как сказали бы сегодня. И даже перевозили в Друзгинкай пациентов из гродненских больниц, военного госпиталя. Туда тянулись и другие гродненцы, а также отдыхающие из других мест. Благодаря этой станции к концу XIX века курорт Друзгинкая ежегодно принимал до 50 тысяч гостей, а в период между Первой и Второй мировыми войнами до 100 тысяч человек. Очень жаль, что сегодня это направление закрыто и ветка тупиковая. А к 150-летию Белорусской железной дороги привокзальную площадь украсил монумент, мини-модель первого прибывшего на станцию паровоза, который когда-то возил поезда на Петербургско-Варшавской дороге. Он установлен здесь в 2012 году. Ну а вторая версия появления такого вокзала такова. Почти во всех исторических источниках говорится о том, что строили его с прицелом на предстоящее восстание 1863-64 годов.
Но так ли это на самом деле, мне кажется маловероятным. Вокзал, конечно, нужен, но почему такой помпезный второго класса здесь? Но, тем не менее, железную дорогу действительно активно пытались использовать в интересах восстания. Как сообщается в книге «Память. Историко-документальная хроника Гродненского района» от 1993 года, в конце июня 1863 гродненский губернатор получил сведения о том, что в районе станции Поречье находится большой отряд повстанцев. И, согласно предписанию виленского генерал-губернатора, туда безотлагательно отправили роту солдат. Состоялся бой, после которого повстанцы отошли и сумели спрятаться. Вот такие страсти видело это здание. А мы с вами отправимся дальше. Недалеко от вокзала как раз находится деревянная церковь Казанской иконы Божией Матери. Она была возведена в 1901 году. Время постройки первого православного храма в деревне Поречье Гродненского района, сгоревшего во время пожара 1863 года, неизвестно. И в 1897 году начался сбор средств на строительство нового деревянного храма, который был построен в 1901 году, и освящена церковь была в честь Казанской иконы Божией Матери. Храм внесен в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь и, к слову сказать, имеет очень интересную историю. Он был построен в 1901 году как церковь-школа. Ведь в конце XIX века в Поречье приезжали люди из Санкт-Петербурга строить и инспектировать железную дорогу Санкт-Петербург-Варшава. И в основном ехали с семьями, детьми. И так как сами были люди образованными, хотели, чтобы их дети обучались. И начался сбор средств, а уже в 1901 году церковь-школа распахнула свои двери. Одно помещение предназначалось для богослужений, а по бокам 2 класса для младших и старших школьников. Именно поэтому здание церкви такой формы, нетипичной для православных храмов. По своей типологии она относится к приходской церкви. Вместительность ее составляла 300 человек. К большому сожалению, церковь была закрыта, так что посмотреть внутрь не удастся. Как известно, чем западнее, тем ближе к Польше и Литве, тем сильнее влияние католичества. Именно поэтому встретить православный храм, построенный близко к границе в то время, это и есть удивительно. Но, как мы понимаем, теперь вполне объяснимо. Вот и в белорусской деревне Поречье, буквально в нескольких километрах от литовской границы, мирно уживаются 2 храма – православный и католический. Так что, как можно догадаться, сейчас мы проедем к католическому. Найти его нетрудно, он находится по прямой линии от ЖД вокзала, буквально пару сотен метров. Давным-давно, в самом начале 20 века, жители Поречья ходатайствовали о строительстве часовни. И власти дали добро, но на здание был изготовлен проект. Однако вскоре решили вместо часовни возводить финальный костел, который был построен в 1904-1906 годах в центре деревни и получил название «Костел Богоматери Неустанной Помощи» или Пресвятой Девы Марии. В советские времена святыня действовала, и в 1970-е годы она получила статус памятника эклектической архитектуры с чертами неоготики. Костел возведен целиком из дерева. Этим он и уникален, поскольку костелы из такого материала довольно редкое явление. Рядом с костелом возведена колокольня, и дерево не окрашенное, видно, что старое. По словам прихожан того же периода постройки, что и костел. Ну, не знаю, сохранилось бы оно больше 100 лет без покраски. Хотя, кто знает, напишите, что вы об этом думаете. Видно при ближайшем рассмотрении, когда подходишь, что дереву очень много лет. Очень необычное ощущение, если провести ладонью по дереву, которому больше 100 лет. Оно не гладкое, а как будто время или ветер и дождь обнажили все выступы и кольца. Видно, что за ним следят, видны современные шурупы. Раньше-то в ходу были гвозди, но необычно, конечно. Но вообще так, если подумать, в деревнях-то дома из бревен стоят неокрашенные и сохраняются по 100 и больше лет. Так что, в общем-то, можно поверить. А за костелом находится кладбище. В 1920-е годы, когда Поречье входило в состав Польши, на нем установили памятный крест повстанцам 1863 года. И, если обратить внимание, то даже на надгробиях 1960-х, 70-х годов все надписи на польском. А вот более современные памятники там уже на русском. Но интересные культурно-языковые процессы происходят в этих краях.
Как-то на католические храмы мне всегда везет. Даже если закрыто, то рядом есть кто-то, кто по просьбе может открыть и разрешить посмотреть. Ну и я воспользовалась случаем, что я и сделала. Даже удалось подняться на второй этаж, где находится орган. Главным украшением интерьера этого костела служат резные деревянные алтари, украшенные позолотой, а также действующий орган. Сейчас попробуем подняться вот туда, на второй этаж по лесенке, что находится сбоку. На органе, как известно, можно играть не только руками, но и ногами. Есть регистры или клавиши не только для рук, но и для ног. Интересно было бы послушать, правда? Но как-то я не рискнула нажать на клавишу, хотя у меня и есть музыкальное образование по классу фортепиано, но как-то это было бы, наверное, слишком. А сверху открывается необычный вид, высокий деревянный потолок, расписанные алтари. Необычно с этого ракурса все рассматривать. А орган действительно, да, старый. Человек, который открыл мне костел посмотреть, сказал, что пару лет назад приезжали из Польши специалисты чинить, потому что таких специалистов по ремонту и настройке таких инструментов очень мало. Весь костел вобрал в себя черты нескольких архитектурных стилей. Здесь можно увидеть и яркие атрибуты барокко, и влияние готики, очевидно, при взгляде на стрельчатые окна и шпилеподобные башни. А вот внутреннее убранство сочетает в себе стиль необарокко. Вот так получилось попасть в костел. Интересно, местные рассказывают, что часто приходят из санатория отдыхающие, тоже просят посмотреть их, пускают без проблем. Так что место такое популярное с туристической точки зрения. И, ну вот я, честно говоря, с детства, сколько училась здесь 2 года, не помню этого костела. Ну нам не разрешалось сбегать за территорию, так что мы ходили только до вокзала и обратно, а это немножко в стороне. Но было интересно. И, наверное, на службе, когда играет орган, то тоже запоминающийся. А дальше наш маршрут неожиданно продолжился в деревню Салатии, что в нескольких километрах от Поречья, примерно 6 километров. Вообще, когда искала информацию о Поречье и интересных маршрутах, мне попадалась информация о веломаршруте сюда. И вы знаете, хорошо, что я не взяла в багажник велосипед, как планировала. Никаких велодорожек я здесь не обнаружила. Так что, может, кто-то сюда ездил по веломаршруту. Напишите в комментариях. Может, я просто не дошла эту велодорожку. Но факт остается фактом. Хорошо, что поехала на машине. И на въезде в деревню Салати стоял пограничный пост. И именно там пригодились документы, которые я говорила в начале видео, почему необходимо иметь их на всех пассажиров автомобиля. Потому что территория приграничная и могут быть проверки. Сразу возле таблички с названием деревни проезжающие автомобилисты видят первые арт-объекты. Деревянную пушку-карандаш и щит с изображением Божьей коровки, у которой почему-то имеется номерной автомобильный знак. Чем знаменита эта деревня? Дело в том, что с 2015 года здесь проводятся пленэры художников под названием «Арт Салатии», особенность которого в исходном материале – огромных деревянных катушках и таких же поддонов. Задача мастеров за 1,5 недели было превратить их в произведение искусства. И в деревню Салати съезжались художники и скульпторы не только из Беларуси, но и из Москвы, Минска и даже Лондона. Собирал всех местный бизнесмен Юрий Ремша. Именно он отстроил здесь усадьбу «Три бобра» и ежегодно устраивал арт-пленэры. Почему устраивал? Потому что, судя по состоянию нынешних арт-объектов, все уже в прошлом. В интернете были фото и Пизанской башни, и огромной рыбы, но, похоже, все разрушается от времени. Вот и у гитары переломан гриф. Печально, но кое-что все же стоит, и посмотреть весьма необычно. Что-то сохранилось в довольно неплохом состоянии, а вот в этой башне даже внутри фигурки тоже можно рассматривать. Целая такая сказка, что внутри. В общем, можно стоять, рассматривать. Представляю, когда это только создавалось, когда было окрашено ярко. Наверное, было, конечно, очень красиво. А что рассказать? Интересно происхождение названия деревни. Никакого отношения к гастрономическому слову «салат» оно не имеет, а происходит от старинного литовского слова «салатиус», которое означает «острова». Сейчас здесь болото, а когда-то было озеро, и есть несколько небольших речушек. Между ними были те самые острова суши, на которых строились деревянные дома. Глядя на некоторые объекты, можно только догадываться, что они собой представляли ранее.
А вот и въезд в усадьбу Три Бобра, тоже весьма атмосферный. Это этот человек, владелец усадьбы, создал этот пленэр, и приезжали раньше художники. Но если идею можно возродить, то было бы здорово. Вдалеке я заметила дорожные знаки. Сначала у меня ничего не ёкнуло, а потом я такая: опаньки, а дороги-то нет, причем здесь знаки? Ну и подошла поближе. Оказалось, тоже, вы знаете, есть на что посмотреть. Идешь, как в сказке, по хлебным крошкам, а в конце тебя ждет страшный замок или избушка Бабы-Яги. Но не смейтесь, так оно и оказалось. Сначала насторожила надпись «Переход у іншее вымярэнне». Так, думаю, ладно, пойду дальше. Дальше стоял знак «Не притуляй без пачуццяў». Это если на белорусском, а если по-русски перевести «Не прижимайся без чувств». Дальше меня ждали различные деревянные скульптуры, инсталляции, а вдалеке имелась та самая избушка. Ну, не все так страшно. Оказалось, что здесь живет и творит художник Олесь Суров. А в деревне живут и музыканты, и даже наш гродненский знаменитый кузнец Юрий Мацко. Помните, я как-то делала видео о пожарной каланче в Гродно? Именно он автор работы на флюгере башни, фигурки пожарного, держащего за хвост петуха. А погулять тут, конечно, атмосферненько так, отпугивает, наверное, нежданных гостей. А неожиданный выбор музыки, правда? Уже когда возвращалась к машине, неожиданная находка. Любителям тихой охоты, слушайте, просто удивительное место. На перекрестке здесь, в деревне, стоит не тоже необычный крест, если знаешь его историю, конечно. А она такова, что когда в деревне как-то решили распилить дуб, в который попала молния, и в этот момент в голову пришла идея сделать из него крест. Решили поставить его на перекрестке. Долго искали для него перекладину, и вдруг через какое-то время началась буря, которая сломала еще один старый дуб. Вот вырыли 2-метровую яму, забетонировали, и здесь стоит теперь такой крест. Вот такое путешествие выходного дня получилось. Но теперь даже можно пикник устроить. Вот такая поездка у нас получилась. Если понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока. Муравей!